квартальний гумор стосовно президента Зеленського – це буде домашній такий м'який гумор. А от так жорсткіше, хто може вас на українській сцені? Например, я могу сразу прокомментировать. Были пародии на Владимира в «Лиге смеха». Ребята пародировали просто как ведущего, как человека, как актера. И я думаю, они не остановятся, когда будет возможность троллить его как политика, потому что это никогда не запрещалось, наоборот, это же здорово, да. И я думаю, будет достаточно интересная пародия. То есть я согласна, что «Квартал», наверное, не сможет забыть все, что с нами было. Было хорошее. Да, все-таки, наверное, более комплиментарно это будет звучать, чем хотелось бы. Но есть и другие. Но Лига смеха. Лига смеха ни перед чем не останавливается. Я думаю, что да, они молодые, дерзкие. Мы тоже, когда начинали шутить про политиков, были в их возрастной категории, были дерзкими, ничего не боялись. Я помню даже, когда первый наш был монолог, ваша группа писала, когда я пародировал Виктора Андреевича Ющенко с велосипедом «Украина». Да. Я выезжал сразу после его победы, после оранжевой революции, выезжал с этим велосипедом и говорил, вот, приобрел Украину. И я помню, что в зале все смеялись, и все равно нашлись люди, помнишь, которые кричали «Ганьба». Было пару человек. Так всегда, и это нормально. Вот. Тобто ви готові до ганьби? Я готовий. До ганьби? Ні. До криків до ганьба. жартів? До криків ганьба. И не хочется вообще своими поступками заслуживать такие крики. Вот. Они, конечно же, будут, потому что они уже сейчас есть в интернет-сообществе, там, в разном. Боты, не боты, неважно. У людей разные мнения, пожалуйста. Я считаю, что вообще критика по делу, критика – это хорошо. Критика юмористическая – это вообще высший пилотаж, и это правильно. Вообще, это правильно. То, что другого слова, простите, не могу найти, как вытворяют представители английского юмора со своими политиками, с королевой. Ну, я бы себе никогда не позволил в Украине шутить про королеву Англии так, даже хотя если она нам никогда далека. не услышит об да, этом. ну просто это невозможно. Это очень жестко. Это очень жестко. Ну, але дуже багато хто називає ваші жарти стосовно України на грані фолу. Они не видели английского юмора. Да. І тим не менше королева живе, прекрасно себе почуває. Очень важно, Ее все любят. Это не совсем корректно. Мы не шутим про Украину. Мы всегда шутили про власть України. Гаразд. Хочеться, звичайно ж, поговорити і про вашу програму. Прекрасна програма. Да, дуже дякую. Це «Я хочу жити в цій країні». Да? Так. Країна мрій. Так, це країна мрій. Але є підозра, що за 5 років реалізувати все, що ви там написали, просто неможливо. А ви там декларуєте, що ви тільки на 5 років один термін. Так. Тому почнімо з того, що визначіть, будь ласка, пріоритети, що з цієї програми ви вважаєте найголовнішим. Почему 5 лет? Потому что я еще раз хочу сказать, что я хочу этим не только показать и доказать, что президент в нашей стране, пока наша страна, а мы верим, очень верим, что это точка. Вот сегодня и дальше мы будем подниматься только вверх, политически, экономически, с точки зрения безопасности, во всех сферах и отраслях. Хочется в это верить. Много вопросов, перечисленных действительно в краине мрий. Действительно в той стране, в которой не просто я хочу в ней жить. Я хочу, чтобы в ней жили и дети, и внуки. Конечно, это их выбор. Конечно, мы все люди либеральные. Но надо сделать почву для таких, как они, максимальную. Чтобы после вместе со мной почистить эту старую власть, и пришла действительно нормальная команда. Первое, что очень хочется сделать. Вчера написал письмо человеку. Он живет в Северной Ирландии и руководит крупнейшей компанией, которая, по-моему, контролирует 61% электроэнергетики страны. Он руководитель этой компании. Родился он в Ивано-Франковске. Учился в США, работал в США, потом работал в Казахстане. И вот в 2014 году этот человек, такой же воодушевленный, как я, о чем я сказал несколько минут назад, он, по-моему, рекрутинговая компания Hudson, по-моему, называется эта компания, она проводила, значит,
конкурс на руководителя Укрэнерго. Открытый конкурс. Он побеждает в этом конкурсе. Приезжает этот человек, побеждает в этом конкурсе. И думает, ну вот сейчас, ну я-то, ну меня же везде ценят. Значит, заводятся на него уголовные дела. С разных правоохранительных органов, сбор информации, в средствах массовой информации, особенно в интернете, поднимаются его связи со всеми. Вот там прям перечислены все известные олигархи, которых мы с вами знаем, 5 ключевых, со всеми. Уголовное дело до сих пор значит, лежит в суде 2 года одному из этих дел. Там много всего на него завели. И приходят к нему люди и говорят, послушай, дорогой, ты либо езжай, либо будешь здесь сидеть. Человек уехал, вернулся в Ирландию и снова руководит этой компанией. Топ-менеджер. И вопрос такой. Я должен сейчас представить кого-то из этих старых людей, или у нас есть шанс вот таким людям просто дать его. У нас 300 или больше 300 тысяч чиновников сегодня в стране. Неужели вторые и третьи звенья, посмотрев их досье, у меня просто нет пока доступа к этому, у меня нет полномочий. Неужели вы считаете, что мы не наберем профессиональных людей, делая реальную комиссию, где есть суспільство, представники, где есть пусть политически опытные деятели, чистые, у которых чистая судьба и большой опыт, и международные эксперты. Таких людей полно. Добре, тоді давайте так. Я почув напрями, основні програми. Антикорупційний, судовий. Побороть коррупцию. Так. Направлений-то несколько. Есть направления основные. Ну, вот смотрите, они есть политические, есть экономические и реально есть дипломатические. Дипломатических номер 1 надо остановить войну. Есть те вещи, о которых давно все говорят и обещают. Побороть коррупцию. Номер 1, это я вам сказал, дать полную независимость антикоррупционным органам, всем НАБУ, НАЗК и так далее. Антикоррупционный суд, все должно заработать. В конце концов, за 28 лет уже пора, пусть это, могу сказать, популистически, но тем не менее, в таком формате никто не предлагал, я не слышал, и в программах это не читал у других кандидатов. Это то, что нужно быстро делать. Это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе, желательно. Тогда, в принципе, потому что они могут, Верховная Рада может пойти на снятие неприкосновенности президента, а снятие своей неприкосновенности могут они, так сказать, заблокировать. Так не вийде. Почему это не выйдет? Тому що недоторканність депутатів Да. і президента записано в Конституції. Да. Для цього треба змінювати Конституцію. Це довгий процес, 300 голосів. Недоторканність суддів – це трошки інше. Я вам скажу так, вибачте, будь ласка, я вам скажу так. Наші правові експерти, які юристи, вже готують ці законопроекти. Подивимось. Дальше. Самые важные вещи. Важные вещи заработает страна, когда заработает экономика. Экономика – это просто деньги, на самом деле. Нужно просто открыть возможность людям инвестировать. Это перезапуск судебной системы, потому что все боятся сюда инвестировать капиталы. Больше никому не верят. Не верят судам, не верят гаранту. То, что мы предлагаем в программе, первые вещи – это нулевая декларация. Да, налоговая амнистия. Мы жили в такой стране, все защищали деньги как могли. Поэтому налоговая амнистия предлагает за определенный процент. В программе мы предлагаем 5%, но, может, для большого бизнеса этот процент можно увеличить. Я думаю, что с ними нужно вести диалог этот, и все согласятся. Нулевая амнистия. С завтрашнего дня, ребят, с завтрашнего дня живем по-другому. Давайте обнулимся. Давайте получим деньги в страну. Володимир, ну це прекрасні ініціативи, ну прекрасні. Страхова медицина, відкритий ринок землі, нульова амністія, повернути гроші наших заробітчан, 11 мільярдів минулого року заробили. Прекрасна ініціатива. Банкам довіри немає взагалі. Ну, ви їх переконайте. Мені дуже подобається ваше рішення в програмі «Хочу, щоб всі платили податки». Прекрасна ініціатива. В Америці є 2 слова – смерть і налоги. Да? Да. Як ви конкретно збираєтесь заставити українців платити податки? Всіх українців. Смотрите, если наша страна и новая власть показывает
Ребята, смотрите, мы работаем теперь с этого дня, мы работаем по-честному. Нам надо платить налоги. Если это не будет, мы делаем, это очень важно, нулевая декларация, это нулевая амнистия, это очень важно. Почистились, просмотрите, это же на самом деле чистилище. Мы же все мы простили друг другу. Мы все простили друг друга. С этого момента давайте платить налоги. Если ты не платишь, ты садишься в тюрьму. Ви виходите в ефір, це оголошуєте. Да, Як? да. Вот так вы и говорите. Но вы поймите, что если завтра вы не платите налоги, просто, ребят, мы все живем в правовом государстве. Вы сядете в тюрьму, если вы не заплатите налоги. По-другому никак. По-другому никак. Но народ должен поверить. Вы должны что-то делать. Вы должны показывать, что вы действительно этого хотите. Убеждать людей. А как по-другому? Вы считаете, что наши люди не способны платить налоги? Вы знаете, нам так говорят очень часто, что... Да мы не заставим наших людей убирать, извините меня, там, какашки за собаками, ездить по правилам, не садиться пьяными за руль. У нас такая ментальность, и нам надо, как Моисей, 40 лет водить. Это все вранье. Потому что все наши люди... Проблема же не в ментальности. Проблема в том, что начиная с президента и вся наша власть себе позволяет то же самое. Народ смотрит, слушай, им можно, и нам тогда можно. Когда наши люди приезжают за рубеж, кто из нас не паркуется? Кто из нас не убирает за собакой? Кто из нас, из тех людей, которые там работают официально, не платит налог? Нельзя. Почему? Посадят. И это неправильно. Оштрафуют. Выгонятся из страны. Что угодно может быть, да. Поэтому дело в примере. Как бы просто не звучало, но рыба гниет с головы. Показывай все своим примером, своими шагами. Те законы, о которых вы говорите, если Верховная Рада не будет принимать, мы публично будем. Смотрите, нам еще рассказывали, что программа $150 миллионов стоит политическая гонка. И это нам с вами рассказывали. Вот мы увидели, сколько она стоит. Реально. А если мы ее выиграем, это пример всем. Вот смотрите, а какая у нас там команда, интересно. Так мы же все не из политики. Мы же телевизионщики, креативщики, продюсеры. А как же мы тогда выиграем политическую гонку? А вот так. Это разве не пример того, как вы без опыта, без команды? Мне вот интересен ответ на такой вопрос. Это пример. Мы же вступили вроде как в политику.